Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте! Таро прогноз, гороскоп, события октября 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт для вас, мои дорогие Тельцы. Будем, конечно, мы реалистами. Любой прогноз есть прогноз. Но я так думаю, мы с вами проведем приятное время. Может быть, просчитаем то, что у вас сейчас, как мы говорим, на злобу дня наиболее активно проигрывается, что вас сейчас интересует. И тогда какой-то инсайт определенно мы получим. Первая карта у нас будет называться «Важное событие в течение октября». Или то, чему мы будем, может быть, уделять внимание больше или хотим осуществить. Мы откроем позже, а сейчас продолжим и достанем другие карты. Неожиданное событие, какие внезапности, может быть, или чего они будут касаться в октябре, какой сферы. Что в вашей жизни завершится, может быть, окончательно, или что, в чем вы сможете поставить точку. Какие двери перед вами будут открыты, или что нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие тельцы, в октябре месяце. Что может помешать или чему сейчас не время, вот в течение октября, как видят карты. А что нам будет помогать, что нас будет радовать? Давайте такую карту мы тоже достанем. И достанем 3 карты по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, как будут складываться в октябре. Вопросы финансов, вторая карта. И третье, в личной жизни, мои дорогие тельцы, что для вас будет означать. Мы достанем еще одну карту и назовем ее совет от карт, как соединить, может быть, все предыдущие карты или какой-то итог нашему прогнозу мы должны подвести. Итак, открываем первую карту. Важное событие, чем вы будете заниматься или чему нужно уделить внимание. Девятка жезлов, в герметической колоде Таро, карта великой мощи. Сил будет достаточно справиться с какими-то препятствиями, но именно препятствиями, которые для вас, мои дорогие тельцы, вот для вашей личности или для вашего личного проекта каким-то образом могут быть помехой. Хватит сил, кстати, не встрять в какой-то спор или не активизировать, может быть, какой-то либо конфликт, либо какую-то ненужную ситуацию. Словно не повторить какую-то ошибку, мои дорогие. Тоже нам хватит прозорливости и сил. И карта призывает как раз к тому, чтобы мы как-то не инициировали те вопросы, которые лично для нас не несут какого-то блага. По девятке жезлов хорошо решаться будут 2 момента, или 2 направления. Это когда нам что-то угрожает буквально, или каким-то образом может навредить нам, как-то нарушить наши планы, или является какой-то помехой. И второе направление, мы занимаемся только тем, что для нас работает на перспективу. И все, вот что важно знать. Вот существуют вот эти 2 фарватера, назовите, по которому мы можем где-то время от времени переключаться, но именно только в этом направлении или направлениях нам следует плыть или двигаться. Мы не должны растратить свои силы попусту. Есть такой момент, это в совете от карт идет. И второй момент, держим руку на пульсе, нас ничто не должно застать врасплох. Вот это все то, что важно знать. Давайте мы узнаем неожиданное событие, что для вас, тельцы. Неожиданное событие у кого-то, я складываю оружие, я, может быть, действительно в каком-то конфликте не участвую, или вам захочется завершить какой-то спор, или какую-то историю вам не захочется продолжать, поставить на паузу и посмотреть, как оно само развивается, куда идут, может быть, отношения, у кого-то ведь и в отношениях может проиграться. Хотя по этой карте иногда буквально, может быть, предыдущий период для вас был слишком напряженный или были еще какие-то вопросы, когда нас, увы, недомогание может сложить в постель или где-то заставить пересмотреть свою стратегию и тактику в плане режима труда и отдыха, когда мы попросту устали. Есть пауза какая-то, и у кого-то из вас это может проиграться, когда мы сами себя лишний раз не тормошим. И с девяткой жезлов, если я озвучила 2 направления, или мы назвали это 2 фарватера, вот мы как будто будем экономить силы, занимаясь только тем, что для нас важно. А все остальное должно быть направлено на восстановление наших сил или решение каких-то личных вопросов, когда мы сами не форсируем
какое-либо дело или, может быть, отношения у кого-то так проиграется. А мы сначала наблюдаем, приводим мысли в порядок, насколько человек к нам откликается или насколько какое-то дело для нас будет выгодно. Мы что-то должны просчитать. Тут ведь есть элемент холодного расчета. И поэтому кто-то из вас, может быть, будет уделять внимание своему здоровью, а кто-то будет просчитывать дальнейшие шаги в плане своего бизнеса или дальнейшего построения карьеры. Но есть неспешность, и это может быть как неожиданное событие. Вот какая-то пауза может случиться таким образом, когда мы сами как будто приходим к выводу, что нет, вот я сейчас не хочу себя словно подталкивать. Неспешный сам по себе месяц, как будто тоже про это нам говорит уже вторая карта. Давайте мы узнаем, что же завершится для вас, или что вы сумеете завершить. Какую-то ситуацию, когда, может быть, в отношении вас, знаете, словно либо хитрость какая-то была применена, и вы вот, видимо, узнаете, знаете, в октябре для вас что-то, знаете, как тайное становится явным, или какое-то белое пятно, которое, ну так условно, прежде, может быть, тема отношений, тема работы, тема заработка была, ну, не совсем прояснена или было непонятно, как мне действовать дальше. Вот здесь будет какой-то большей ясности, и она приходит к вам через не то, что это происходит извне, изменение какой-то обстановки вокруг вас, а это вы сами разбираетесь со своей жизнью буквально. И теми вопросами, которые, может быть, тянутся как раз из прошлого, или то, что случилось не в октябре, а где-то месяцем, может быть, раньше, а может быть и месяцами. С чем-то вы будете разбираться, чтобы поставить в точку. Как, может быть, и с людьми, кому я могу доверять. Ведь эта карта вора называют, семерку мечей. И мы спрашиваем, что завершится. Вот какая-то не очень красивая история может завершиться именно потому, что вы, может быть, сначала поставите отношения на паузу, а потом от них откажетесь. У кого-то в отношениях так. У кого-то подобное может проиграться в плане работы бизнеса, когда вы пересмотрите вообще свое окружение. И где-то нам не говорят, что вы поменяете работу, но то, что вы дистанцироваться будете от таких людей, которые пытаются вас использовать, мои дорогие тельцы. Здесь переоценка ценностей для вас определенно произойдет в октябре. Где-то быть внимательному, все же карта вора нас призывает быть внимательным к собственным финансам, к своим кошелькам, сумочкам, не рисковать собой буквально и не рисковать своим имуществом, движимым, недвижимым. Может быть, не переходить, кстати, в течение месяца по непонятным ссылкам. То есть, понимаете, мы что-то не должны сделать небрежно. Задача месяца расставить какие-то точки. И даже в тех вопросах, которыми, может быть, мы прежде, ну, думали, да даже вообще могли не думать. Мы какому-то либо факту нашей жизни, либо каким-то отношениям либо не придавали значения, либо видели в другом ключе. А здесь для нас что-то становится настолько явным, что захочется от чего-то определенно отказаться, чтобы не быть словно в ловушке какой-то. Но для кого-то это буквально проиграется, а для кого-то, чтобы каждое ваше действие вам приносило какую-то или радость, или доход, чтобы не было через поспешность или небрежность какую-то. Вот вы здесь пересмотрите свое действительно отношение на многие вещи, чтобы не давать повода собой манипулировать. Может быть и так. Ладно, идем дальше. У каждого по-своему просто. Тут можно 1000 вариантов придумать, и они действительно существуют в нашей жизни. Поэтому немножко перекладывайте на свою историю жизненную, что для вас сейчас актуально. Но если мы говорим, что завершится, вот какая-то нечестность, какая-то игра ненужная, когда не игра в одни ворота, и вы тут не победитель, вот вы увидите это отчетливо, когда меня используют. Вот, значит, есть какой-то такой момент, мои дорогие тельцы, увы. Какие двери будут перед вами открыты или что же новое тогда войдет в вашу жизнь?
Не про новое нам говорят, говорят лишь то, что мы окончательно избавляемся от собственных сомнений и страхов. Видимо, какой-то заключительный аккорд у вас в октябре, как переоценка ценностей, будет. И в зависимости от того, как вы пройдете этот период, будут дальнейшие планы на будущее. Что-то вы будете видеть отчетливо. Я не могу сказать, что по всем этим 4 картам много вдохновения. Увы, мои дорогие тельцы, вас что-то может разочаровать, но оно не будет вас цеплять, знаете, так вот за душу. Что-то вы будете очень хладнокровно решать или анализировать. И у кого-то это вопросы финансов, у кого-то это вопросы отношений, у кого-то вопросы работы или бизнеса, или сотрудничества. Видимо, надо пройти и такой период жизни тоже. Давайте мы спросим, что нам может помешать или чему сейчас не время. Куда-то отправляться. Не время будет строить какую-то стратегию на будущее. Вот правда, вот вам итог всех 4 предыдущих карт. Мы с чем-то должны действительно разобраться на берегу, прежде чем куда-то отправиться. Не время строить далекие какие-то стратегические или тактические планы. Не время осуществлять где-то переезд, но продумывать что-то наперед, предполагать или рассматривать варианты, понимая, что по сути, может быть, и ни один не сработает, а может быть, и что-то меня натолкнет на нужную мысль. Мы словно, знаете, так на ощупь ищем путь. И вот пока искать вот именно так, вот предполагая или что-то просчитывая, можно, но сказать, что время активных действий пришло в октябре, ну, я тоже не могу. Давайте мы спросим, а что нам будет помогать тогда? Двойка мечей нам снова показывает выбор какой-то или развилку судьбы. Мы с чем-то должны окончательно определиться. Из этих 2 мечей должен остаться один. Вы должны найти выход из какого-то лабиринта, мои дорогие тельцы, иначе дальше мы не можем идти. Или мы продолжим какую-то свою ошибку, а права на ошибку мы не имеем. Вот вокруг этого, может быть, это ментально, вы будете анализировать какую-то прежнюю историю, повторяясь. Ведь 2 мечей – это не в моменте здесь и сейчас сложилось, а это действительно какая-то обстановка, копилась какое-то время, или словно добавлялись какие-то новые детали. И вот мы шли, куда-то пришли. Вот в эту точку развилки, когда хочешь или нет, а выбор делать нужно, что дальше. И вы видите какую-то реальность таковой, какая она есть. Поэтому вам самим захочется больше ясности, порядка. И прежде чем я отправлюсь дальше, я должен разобраться с чем-то в моменте здесь и сейчас. Давайте мы узнаем дела, работа, бизнес. Как видят для вас карты. 8 пентаклей – одна из лучших карт на работу, на бизнес, на получение денег. Нам говорят о том, что профессиональный рост вам все равно обеспечен, мои дорогие. То есть какое-то ваше дело, оно все равно продвигается. Несмотря на какие-то задачи, которые, ну вот по предыдущим картам вы должны с чем-то определиться, решить, какое-то направление в своей жизни выбрать. Тем не менее, и деньги будут, сразу нам говорят, и по работе у вас какой-то идет прогресс, успех, вы этим остаетесь довольны. Значит, вы молодцы, мои дорогие тельцы, какую-то базу вы уже себе создали, базу уверенности, надежности. Ваше дело при любой погоде будет продвигаться, процветать, и деньги как будто тоже будут, но тем не менее деньги давайте откроем. У кого-то деньги, помощь как партнера семьи, поддержка семьи, но это всегда итоговая карта, 10 кубков, когда нам готовы прийти на помощь, нам готовы, может быть, выручить. У нас на финансы выпадает, хотя по 10 кубков тут полный баланс по благополучию нам вообще говорят. Как не только про деньги, так еще и про какую-то радость. И я могу сказать, что деньгами вы должны остаться довольны. Ну, насколько по количеству, тут у каждого свое понятие, сколько мне нужно, да, этих финансов. Но в целом ситуация вас будет радовать. Я бы сказала, будет радовать еще для людей семейных какая-то ваша личная история. Или для тех, кто один или одна, значит, все равно есть какой-то позитивный момент,
который, может быть, касаться будет вашего здорового честолюбия или каких-то ваших далеко идущих планов. Пусть не в этот месяц, но вы как будто уверены в себе, и вы знаете, что у вас все получится. Есть радость, мои дорогие тельцы. В октябре это точно какой-то итог. А кто знает, это вот вы разберетесь с каким-то либо вопросом, либо с человеком, либо для себя что-то проясните. И потом полный вперед. Давайте мы узнаем, что в личной жизни. Здесь нам про любовь. Кто знает, у кого-то и новое знакомство может быть случайно, или какой-то человек, которого вы прежде знали, отношения выходят на другой уровень. По двойке кубков нам говорят о паре, когда люди понимают друг друга без слов, про искренние отношения. С чем-то вам здесь придется разобраться. Но я бы сказала, что личная жизнь для вас должна быть с каким-то хорошим знаком плюс. И для людей семейных, и даже для тех, кто один или одна. Кто знает, может быть, пойдете решать какой-то вопрос и случайно с кем-то познакомитесь. Или какие-то прежде дружеские отношения перерастут во что-то большее. Совет от карт давайте мы с вами узнаем. Опять же нам говорят про деньги, про то, что у вас все под контролем, то, что вы сами направляете, словно свой корабль жизни по тому фарватеру, как вы захотите. Вы хозяины положения, мои дорогие тельцы. И несмотря на то, что, может быть, были какие-то 1000 неопределенностей, несмотря на то, что вы кардинально можете пересмотреть, как общение вот с вашими многими знакомыми или с вашим узким каким-то кругом общения, да, вот эти люди, которые раньше в него входили, вы здесь можете вносить какие-то коррективы. Может быть, у кого-то придется разбираться с вопросами здоровья, мы вот об этом говорили, или придется разбираться, может быть, по работе что-то. Вот у вас все настолько как-то гармонично, гладко получится осуществить, что вы дважды собой останетесь довольны по всем сферам жизни в октябре. Может быть, вы подведете вот такой итог ближе к концу месяца, потому что есть какие-то у вас задачи достаточно, я не могу сказать, что простые, что-то придется решить. Но главное, результат, мои дорогие тельцы, вас порадует по всем сферам жизни. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.